Акула убила в прошлом году меньше 10 человек во всем мире за целый год. А люди за это же время убили акул 100 миллионов, не тысяч, миллионов. Если кто и должен бояться встречи в океане, это не мы. Но мы боимся. И боимся так искренне, так глубоко, так по-настоящему, что это само по себе заслуживает разговора. Потому что за этим страхом стоит одно из самых удивительных существ, которые когда-либо жили на этой планете. Существо, которое появилось раньше деревьев, раньше динозавров, раньше, чем Земля приобрела хоть что-то похожее на современный облик. Акула пережила 5 массовых вымираний. 5. Каждая из них уничтожала от половины до 90% всего живого на планете. А она оставалась, адаптировалась, продолжала. И сегодня, спустя 450 миллионов лет после появления первых акул, она все еще здесь, в каждом океане, на каждой глубине, от тропиков до полярных вод. Сегодня говорим об акуле. Не о той, которую показывают в кино, а настоящей. О том, что она умеет, как она устроена, что с ней происходит прямо сейчас и почему это касается каждого из нас, даже тех, кто никогда не видел океана. Оставайтесь до конца. Примерно на середине вас ждет кое-что такое, что полностью изменит угол, под которым вы смотрите на эту историю. Начнем с простого вопроса. Что такое акула на самом деле? Большинство людей, услышав это слово, представляет одно – большую белую акулу с открытой пастью. Тот самый кадр, который тиражировали десятилетиями. Но это примерно как представлять всех птиц страусом. Акул на Земле больше 500 видов. От карликовой колючей акулы длиной 22 сантиметра, ее можно положить на ладонь, до китовой акулы длиной до 12 метров и весом 20 тонн. Диапазон как от мыши до слона. И все это один отряд. Большинство акул абсолютно безопасны для человека. Из 500 видов по-настоящему опасными считаются 3. Большая белая, тигровая, тупорылая. 3 из 500. И даже эти 3 нападают на людей не потому, что охотятся на нас, а по причинам, которые мы разберем позже. И они вас удивят. Акула – рыба, но рыба особенная. У нее нет костей. Вообще. Ее скелет полностью хрящевой, легкий, гибкий, амортизирующий удары. У нее нет плавательного пузыря, который помогает большинству рыб держаться на глубине без усилий. Акула держится за счет постоянного движения. Остановиться – значит начать тонуть. Большинство акул должны плыть, чтобы дышать. Вода обязана проходить через жабры. Акула буквально не может позволить себе остановиться. И вот тут начинается самое интересное. Потому что эволюция, которая создавала это существо 450 миллионов лет, наделила его системой чувств, перед которой меркнут любые технологии человека. Акула чует кровь в воде в концентрации 1 часть на миллион. Это примерно 1 капля крови в объеме среднего плавательного бассейна. Не чувствует запах в том смысле, в котором мы говорим об обонянии. Она буквально читает химический состав воды, непрерывно, на ходу, на расстоянии сотен метров. Ноздри акулы не для дыхания, только для запаха. 2 независимых канала, каждый из которых обрабатывает информацию отдельно. Акула определяет не просто наличие запаха, но и направление его источника. По разнице времени между тем, когда молекула достигает левой ноздри, и тем, когда она достигает правой. Разница – доли секунды. Этого достаточно. Но обоняние – это только начало. Боковая линия – система органов, которой у человека нет вообще и никогда не было. Тонкие каналы под кожей вдоль всего тела, заполненные жидкостью и покрытые чувствительными волосковыми клетками. Они улавливают малейшие колебания воды, давление, завихрение, волны от движения. Раненая рыба за 200 метров создает паттерн колебаний, который акула считывает так же четко, как мы считываем яркий свет. Слух. Акула слышит звуки в диапазоне от 10 до 800 Гц.
Нижняя часть этого диапазона – инфразвук, недоступный человеку. Именно там находятся низкочастотные пульсации раненого животного. Акула слышит их за километр. Зрение. Долгое время считалось, что акулы видят плохо. Это не так. У большинства видов отличное зрение, адаптированное к условиям слабого освещения. В сетчатке акулы в 10 раз больше палочек, рецепторов ночного зрения, чем у человека. За сетчаткой находится особый отражающий слой – тапетум. Он возвращает свет обратно через рецепторы, давая второй шанс уловить фотон. Именно поэтому глаза акулы светятся в темноте. Та же структура есть у кошек. Эволюция изобрела это дважды, независимо. И еще одно чувство. То, которое меня, честно говоря, поразило больше всего, когда я начал разбираться в этой теме. Ампулы Лоренцини. Маленькие гелеобразные поры на морде акулы, сосредоточенные вокруг носа и пасти. Их можно увидеть невооруженным глазом. Темные точки на светлом рыле. Каждая пора ведет в крошечный канал, заполненный проводящим гелем. На конце канала – волосковые клетки, чувствительные к электрическому полю. Любое живое существо генерирует электрическое поле, сокращение мышц, работа сердца, нервные импульсы. Акула чувствует это поле. Неподвижная камбула, закопавшаяся в песок, невидимая. Акула находит ее по биотокам сердца. Чувствительность ампул Лоренцини – 5 нановольт на сантиметр. Это одна из самых тонких электрорецепторных систем, известных науке. Акула буквально чувствует жизнь. Не запах, не движение, а саму электрическую подпись живого существа. 5 чувств, каждая из которых острее человеческого в разы. И все они работают одновременно, формируя картину мира, которую нам сложно даже представить. Акула не видит мир, она его сканирует. Зубы акулы – это не просто оружие. Это отдельная система, которая работает как конвейер. У большинства животных зубы одни. Выпали – все. У акулы зубы растут в несколько рядов, от 3 до 15 в зависимости от вида. Передний ряд рабочий, за ним стоит следующий в ожидании. Когда зуб ломается или выпадает, следующий ряд сдвигается вперед и занимает его место. Это занимает от 1 до 2 дней. За жизнь акула меняет от 20 до 50 тысяч зубов. Именно поэтому дно океана буквально услано акульими зубами. Их там больше, чем любых других твердых остатков морских существ. Окаменевшие зубы мегалодона находят на всех континентах, включая те, что сейчас далеко от океана. Форма зубов у разных видов – полная противоположность. Большая белая, треугольные, зазубренные по краям, как нож для стейка. Тигровая – изогнутые с выемкой, чтобы захватывать скользкую добычу. Акула-бык – тонкие и острые для рыбы. Китовая – крошечные, почти рудиментарные. Ей зубы почти не нужны, она фильтрует воду, как кит. Кожа акулы на ощупь похожа на наждачную бумагу. Это не случайность. Она покрыта плакоидной чешуей, крошечными структурами из того же материала, что и зубы – дентин и эмаль. Каждая чешуйка направлена назад, к хвосту, и создает микроскопические водовороты вдоль тела. Это снижает гидродинамическое сопротивление. Акула движется в воде эффективнее, чем любой корпус подводной лодки, который проектировали люди. Инженеры НАСА и производители купальных костюмов годами изучали структуру акульей кожи и воспроизводили ее в материалах. Рекордные заплывы в костюмах, имитирующих акулью чешую, были настолько эффективны, что их впоследствии запретили на официальных соревнованиях. Акула плывет за счет хвоста. Не за счет плавников, они нужны для стабилизации и управления. Именно хвост создает тягу. У большой белый хвостовой плавник почти симметричный. Это дает равномерное ускорение. У тигровой верхняя лопасть длиннее нижней. Такой хвост хорош для резких маневров. Большая белая разгоняется до 50 км в час. Мака – до 70. Это быстрее любого олимпийского пловца раз в 10. Но самое удивительное в акульем теле – не скорость и не зубы. Акула почти не болеет.
Рак у акул – редчайшее явление, хотя они живут десятилетиями в среде, насыщенной токсинами. Иммунная система акулы изучается уже полвека, и ученые до сих пор не могут полностью объяснить ее эффективность. В крови акулы обнаружены соединения, которые в лабораторных условиях подавляют рост раковых клеток. Это не значит, что акула – лекарство от рака. Это значит, что в ней есть что-то, что мы еще не понимаем. Раны акулы затягиваются с поразительной скоростью. Зафиксированы случаи, когда акулы восстанавливались после травм, которые для большинства животных были бы смертельными. 450 миллионов лет эволюции – это не просто стаж. Это глубина оптимизации, которую невозможно воспроизвести за разумное время. Теперь о том, как акула охотится. Потому что это не то, что показывают в кино. Голливудский образ акулы. Стремительный бросок из темноты, паника, кровь. В реальности большинство охот акулы выглядит совсем иначе. Терпеливо, методично, иногда часами. Большая белая акула, охотясь на морских котиков у берегов Южной Африки, использует тактику, которую биологи называют вертикальной атакой. Она подходит снизу, со стороны темной глубины, где ее практически не видно. Набирает скорость и бьет снизу вверх с такой силой, что котик вылетает из воды на несколько метров. Удар, не укус. Именно удар. Акула использует свое тело как таран весом в тонну, разогнанным до 50 км в час. После первого удара акула часто отступает и ждет. Это не жестокость и не игра. Это стратегия. Раненая добыча слабеет. Акула не рискует получить травму в борьбе. Она ждет, пока исход станет очевидным. Тигровая акула охотится иначе. Она универсал. В ее желудках находили номерные знаки автомобилей, куски резины, консервные банки, кокосовые орехи и один раз целую курицу в перьях. Это не потому, что она неразборчива. Это потому, что у нее стратегия мусорщика – пробовать все непознанное. В мутных прибрежных водах, где видимость нулевая, проще укусить и выяснить, чем долго разбираться заранее. Именно это объясняет большинство нападений на людей. Акула не охотится на человека. Мы не входим в ее рацион. Слишком мало жира, слишком много костей, слишком непредсказуемое поведение. Большинство нападений – это так называемые укусы исследования. Акула делает один укус, понимает, что это не то, что ей нужно, и уходит. Проблема в том, что один укус акулы весом тонна – это уже медицинская катастрофа. Не потому, что акула хотела убить. Просто потому, что она большая, а мы хрупкие. Около 30% всех нападений акул происходят в мутной воде вблизи устьев рек. Там видимость минимальная. Там плещется все подряд. Серфер на доске, если смотреть снизу в условиях плохой видимости, очень похож на морского котика. Акула не атакует серфера. Она атакует силуэт. Ошибается. Уходит. Тупорылая акула – самая опасная из трех по другой причине. Она заходит в реки. Ее находили в Миссисипи, в Амазонке, в Ганге, в Замбезе. За 1000 километров от моря. Она единственная крупная акула, полностью толерантная к пресной воде. Именно тупорылая акула предположительно стоит за серией знаменитых нападений у Нью-Джерси в 1916 году в реке Матаван в 20 километрах от океана. Эти нападения вдохновили Питера Бенчли на написание «Челюстей». И вот здесь важно остановиться, потому что «Челюсти» изменили историю акул навсегда, и не в лучшую сторону. Фильм вышел в 1975 году. За первые несколько недель он собрал больше $100 миллионов, невиданная сумма для того времени. Он стал первым летним блокбастером в истории Голливуда. И он запустил волну, последствия которой ощущаются до сих пор. После выхода «Челюстей» популяции больших белых акул вдоль побережья США обвалились. Люди выходили в море с гарпунами. Охота на акул стала массовым развлечением. Турниры по ловле акул, которые раньше были нишевым хобби, превратились в массовые мероприятия.
Питер Бенчли, автор книги, по которой сняли фильм, до конца жизни говорил, что если бы знал, к чему это приведет, никогда бы не написал ее в таком виде. Последние годы он посвятил защите акул. Это не помогло отменить то, что было сделано. Страх перед акулами укоренился в культуре так глубоко, что перестал нуждаться в подпитке. Он самовоспроизводится. Каждое нападение акулы, даже незначительное, даже без жертв, становится международной новостью. Каждый год СМИ выпускают волну материалов о сезоне акул. При этом от удара молнии каждый год гибнет в 5 раз больше людей, чем от нападения акул. От упавших кокосов в 10 раз больше. Но кокосовые пальмы не попадают на первые полосы. Между тем, то, что происходит с акулами, это катастрофа. Настоящая, задокументированная, разворачивающаяся прямо сейчас. 100 миллионов акул в год. Это официальная оценка, которую принято считать заниженной, потому что значительная часть вылова не регистрируется. Главная причина – плавники. Суп из акульих плавников – деликатес в ряде стран Азии. Технология добычи называется финнинг. У живой акулы срезают плавники и выбрасывают тело обратно в воду. Без плавников акула не может плыть. Она опускается на дно и медленно задыхается или погибает от потери крови. Живая. Финнинг запрещен во многих странах, но запрет сложно контролировать в открытом океане, и спрос никуда не делся. Помимо финнинга – прилов. Акулы гибнут в сетях, которые расставляет не на них. Ярусный лов тунца, креветочный трал, дрифтерные сети – все это убивает акул миллионами ежегодно, как случайный улов. Их просто выбрасывают, мертвых. Популяции океанических акул за последние 50 лет сократились на 71%. 71. Это не прогноз. Это измеренный факт. Больше трети видов акул сейчас находятся под угрозой исчезновения по классификации Международного союза охраны природы. И вот здесь возникает вопрос, который кажется риторическим, но таковым не является. Что будет с океаном, если акулы исчезнут? Акула – вершинный хищник. Это значит, что в большинстве морских экосистем у нее нет естественных врагов. И это значит кое-что очень конкретное. Она регулирует все, что находится ниже нее в пищевой цепи. Уберите вершинного хищника, и система начинает рассыпаться. Не сразу, постепенно, но неотвратимо. В начале 2000-х годов у восточного побережья США резко сократилась популяция больших акул, следствие десятилетий перелова. Казалось бы, для рыбаков это хорошая новость. Меньше акул – больше рыбы. Но произошло обратное. Скаты-кровохвосты, которых раньше сдерживали акулы, начали размножаться бесконтрольно. За несколько лет их популяция выросла в разы. Скаты питаются двустворчатыми моллюсками, гребешками, устрицами, мидиями. Они выедали их быстрее, чем те успевали восстанавливаться. Промысловый лов гребешков у побережья Северной Каролины, который существовал столетиями, в итоге полностью прекратился. Не из-за перелова людьми, из-за исчезновения акул за сотни километров от места событий. Это называется трофический каскад. Изменение на одном уровне пищевой цепи запускает цепную реакцию на всех остальных. Волки в Йеллоустоне изменили течение рек, потому что их присутствие изменило поведение оленей, которые перестали пасться на берегах, и растительность восстановилась. Акулы делают то же самое в океане, только в масштабах, которые сложнее отследить. Акулы уничтожают больных и слабых животных, тех, кто легче всего достается. Это звучит жестоко. На самом деле, это санитарная функция. Больная рыба не передает болезнь дальше. Генофонд популяции остается здоровым. Уберите этот фильтр, и болезни распространяются быстрее, популяции деградируют. Акулы регулируют популяции морских черепах и дюгоней, которые, в свою очередь, контролируют состояние морских лугов, зарослей морских трав. Морские луга поглощают углерод в разы эффективнее наземных лесов. Они питомник для большинства промысловых рыб. Они защищают береговую линию от эрозии.
Вся эта цепочка держится в том числе на присутствии акулы. Я, честно говоря, когда разбирался с этой темой, не ожидал, насколько далеко тянутся эти связи. Думаешь, что акула — это просто хищник, а оказывается, что это несущая конструкция всего океана. Океан производит больше половины кислорода на Земле, не леса. Именно океан, через фитопланктон, через сложные пищевые сети, через здоровые экосистемы. Акула — часть механизма, который делает это возможным. Убрать ее значит тронуть этот механизм в самом неудобном месте. Мы не знаем точно, что произойдет, если акулы исчезнут. Никто не знает. Экосистемы слишком сложны для точных прогнозов. Но то, что мы уже наблюдаем там, где их стало меньше, достаточный повод не проверять это на практике. Поговорим о видах. Потому что акула — это, как сказать, птица. За словом стоит такое разнообразие, что каждый вид заслуживает отдельного разговора. Большая белая. Самая известная, самая мифологизированная. Длина до 6 метров, вес до 2 тонн. Живет предположительно до 70 лет, хотя точные данные появились только в последние десятилетия, когда ученые научились определять возраст по кольцам на позвонках, как у деревьев. Самки достигают половой зрелости только в 33 года. Это важно. 33 года, прежде чем она впервые принесет потомство. Убить взрослую самку большой белой значит убить 30 лет репродуктивного потенциала. Большая белая теплокровная, частично. Она не полностью холоднокровная, как большинство рыб. Специальная система теплообмена в кровеносных сосудах позволяет ей поддерживать температуру мышц и мозга выше температуры воды на несколько градусов. Это дает скорость реакции и мощность мышц, недоступные холоднокровным конкурентам. Именно поэтому большая белая встречается и в холодных водах, у берегов ЮАР, Австралии, Калифорнии, Средиземном море. Китовая акула — полная противоположность по всему, кроме размера. 12 метров, 20 тонн. Крупнейшая рыба на планете. Питается планктоном и мелкой рыбой, фильтруя воду через пасть шириной 1,5 метра. Абсолютно безопасна для человека. Зафиксированы случаи, когда она позволяла дайверам держаться за плавник. Живет предположительно до 130 лет. При этом находится под угрозой исчезновения. Слишком медленно размножается, слишком часто гибнет от столкновений с судами. Акула-молот. Та самая с уплощенной головой в форме буквы «Т». Это не причуда эволюции. Это функциональное решение. Широко расставленные глаза дают обзор 360 градусов по вертикали. Ампулы Лоренцини распределены по всей поверхности головы молота. Это огромная электрорецепторная антенна. Акула-молот специализируется на скатах, которые прячутся в песке. Она буквально водит головой над дном, как металлодетектором, и находит то, что спрятано. Гренландская акула. Вот тут остановитесь. Гренландская акула живет в арктических водах. Медленная, плывет со скоростью примерно километр в час. Почти слепая, ее глаза часто поражены паразитами. Питается всем, что попадется – рыбой, тюленями, падалью. Казалось бы, ничего особенного. Но в 2016 году ученые опубликовали исследование, которое изменило все, что мы знали о продолжительности жизни позвоночных. Возраст гренландской акулы определяли по радиоуглеродному анализу хрусталика глаза. Хрусталик формируется у акулы еще до рождения и не обновляется всю жизнь. Идеальные биологические часы. Результат. Одна из исследованных особей прожила приблизительно 520 лет. 520. Она родилась примерно в 1500 году, в эпоху, когда Колумб только недавно добрался до Америки. Гренландская акула – самое долгоживущее позвоночное животное на Земле из всех известных нам. 520 лет. Я помню, как читал это впервые. Пришлось перепроверить по нескольким источникам, потому что это не просто рекорд долгожительства, это другое измерение времени. Акула, которая сейчас плавает в арктических водах, могла родиться во времена Ивана Грозного.
Она пережила все войны, все революции, всю промышленную революцию, оба мировых конфликта. Она была живой, когда не было ни одного из государств в их современных границах. Она старше большинства языков в их нынешнем виде. И она до сих пор там. Медленно, в темноте, в холоде. Половозрелой гренландской акулы становится примерно в 150 лет. Это не опечатка. 150 лет только чтобы достичь возраста размножения. Для сравнения, человек живет примерно столько же, сколько гренландская акула взрослеет. Теперь о размножении акул в целом. Потому что здесь тоже все устроено иначе, чем можно подумать. Акулы не откладывают тысячи икринок, как большинство рыб. Их стратегия противоположная. Мало потомков, но хорошо подготовленных. Разные виды выбрали разные пути внутри этой стратегии. Яйцекладущие виды, например, кошачья акула, откладывают яйца в прочных роговых капсулах. Их часто называют кошельки-русалки. Они регулярно выбрасываются на берег. Внутри капсулы эмбрион развивается месяцами, питаясь желтком. Яйца живородящие виды, большинство акул, вынашивают яйца внутри тела. Эмбрионы развиваются в яйцевых капсулах, но внутри матери. Когда запас желтка заканчивается, у некоторых видов происходит нечто, что сложно назвать иначе, как жутким. Эмбрионы песчаной тигровой акулы начинают поедать друг друга прямо в утробе. Самый сильный выживает. К моменту рождения из нескольких десятков яйцеклеток выживает 1-2 детеныша. Зато они рождаются уже крупными, сформированными, готовыми охотиться. Настоящие живородящие виды – китовая акула, молот, тупорылая – рожают живых детенышей, которые получают питание через подобие плаценты. У китовой акулы один помет может насчитывать до 300 детенышей. Но даже 300 – это ничто по сравнению с миллионами икринок трески. Акула делает ставку на качество, а не на количество. Беременность у акул длится долго. У некоторых видов – до 2 лет. У катрана рекордные 22 месяца. Дольше, чем у слона. Все эти особенности – медленное взросление, долгая беременность, малое количество потомков – делают акул крайне уязвимыми к промыслу. Рыба с коротким жизненным циклом и миллионами икринок может восстановить популяцию за несколько лет. Акуле для этого нужны десятилетия. Некоторым видам больше века. Когда мы изымаем их из океана быстрее, чем они успевают воспроизводиться, мы движемся в одну сторону, и назад эта дорога не идет. Вы когда-нибудь ныряли там, где точно были акулы? Напишите в комментариях. Я правда интересуюсь. И особенно интересно, изменило ли это ваше отношение к ним. Потому что большинство людей, которые видели акул вживую, не в аквариуме, а в открытой воде, описывают это одинаково. Не ужас, что-то другое. Дайверы, которые работают с акулами профессионально, говорят об одном и том же ощущении. Акула в воде — это присутствие, не угроза. Присутствие существа, которое старше тебя на 450 миллионов лет и которому ты совершенно не интересен. Это отрезвляет, по-хорошему. Между тем, наука об акулах сделала за последние 20 лет больше открытий, чем за все предыдущее время. Отчасти потому, что появились технологии – спутниковые метки, подводные камеры, ДНК-анализ. Отчасти потому, что ученых наконец стали финансировать. Отчасти потому, что стало ясно – времени мало. Выяснилось, что акулы социальны. Не в том смысле, что они образуют стаи с иерархией, как волки, но они запоминают других акул, узнают конкретных особей. У больших белых акул зафиксированы устойчивые пары, 2 акулы, которые держатся рядом годами, путешествуют вместе, кормятся в одних местах. Что это, сложно сказать. Но это не случайность. Акулы мигрируют на огромные расстояния. Большая белая по имени Николь – первая акула, которую отследили со спутниковой меткой на длинном маршруте. Прошла от берегов Южной Африки до Австралии и обратно. Около 20 тысяч километров за 9 месяцев. Зачем? Неизвестно.
В Австралии у нее не было очевидного источника пищи. Возможно, размножение. Возможно, что-то, чего мы еще не понимаем. Акулы возвращаются в одни и те же места. Самки больших белых приплывают рожать в одни и те же воды, туда, где сами появились на свет. Это называется филопатрия. Та же черта есть у лососей, у морских черепах, у некоторых птиц. Акула помнит место своего рождения спустя десятилетия и возвращается. В 2020 году группа ученых опубликовала данные о том, что большие белые акулы в Тихом океане собираются каждый год в одной точке, примерно на полпути между Калифорнией и Гавайями. Никакой очевидной кормовой базы, никакого видимого смысла. Ученые назвали это место «Белое акулье кафе». Они до сих пор не знают, зачем акула туда приплывает. Одна из гипотез – размножение. Другая – что это место, где они просто встречаются. Это звучит как антропоморфизм, но данные – это данные. Акулы целенаправленно преодолевают тысячи километров, чтобы оказаться в одной точке, снова и снова, каждый год. Электрическое поле Земли, температурные градиенты воды, химический состав течений, магнитные аномалии морского дна. Акула читает океан как карту, которую мы только начинаем расшифровывать. И каждый раз, когда нам кажется, что мы понимаем что-то о ней, оказывается, что мы поняли только край. 450 миллионов лет. Это не просто цифра. Это глубина, которую невозможно охватить. За это время акула не просто выжила, она стала частью самой структуры океана. Частью того, как он работает, как дышит, как себя регулирует. И вот тут главный вопрос, который я хочу оставить перед финалом. Что мы теряем, когда теряем акулу? Не в экологическом смысле, это мы уже разобрали, в другом. В том смысле, который сложнее измерить, но который, возможно, важнее. Акула – существо, которое старше нас на 450 миллионов лет. Она видела, как появились и исчезли динозавры. Она плавала в океанах, которые не имели ничего общего с нынешними. Она пережила катастрофы, перед которыми все, что создал человек, выглядит как мимолетное мгновение. И она не изменилась. Не потому что застыла, а потому что достигла такого уровня совершенства, при котором изменения стали не нужны. Эволюция нашла форму и остановилась, потому что лучше уже не сделать. Это редкость. Это почти невозможная редкость в истории жизни на Земле. И мы — единственный вид, который за несколько десятилетий поставил это под угрозу. Ни метеорит, ни вулкан, ни изменение климата само по себе. Мы. С нашими сетями, нашими суповыми мисками, нашим страхом, воспитанным одним фильмом 1975 года. Есть страны, где ситуация меняется. В 2021 году Европейский Союз ужесточил правила финнинга. Ряд государств ввел запрет на вылов конкретных видов. Морские заповедники расширяются. Наука об акулах финансируется лучше, чем когда-либо. Молодые исследователи, которые выросли с подводными камерами и спутниковыми метками, меняют то, как мы понимаем этих существ. Но темп уничтожения все еще превышает темп восстановления. 71% океанических акул потерян. Это уже случилось. Это уже в прошлом. Вопрос в том, что будет дальше. Изменился ли ваш взгляд на акул после этого ролика? Напишите в комментариях. Не потому, что это важно для статистики. Потому что мне искренне интересно, с чем вы пришли в начале и с чем уходите сейчас. Акула не нуждается в нашей защите в том смысле, в котором нуждаются детеныши панды или белые медведи. Она не мягкая, она не милая, она не смотрит на вас большими глазами. Она смотрит на вас маленьким черным глазом существа, которое пережило все, и которое сейчас впервые за почти 500 миллиарда лет столкнулось с чем-то, с чем эволюция не готовила его справляться. С нами. Голливуд сделал из нее монстра. Рыбная промышленность сделала из нее товар. А она просто древнейший хищник планеты, который делает то, что делал всегда.
плывет, чувствует, живет. 520 лет в арктической темноте. 20 тысяч километров через открытый океан непонятно зачем. 33 года до первого потомства. 5 массовых вымираний за спиной. Просто акула.